Снегуров? Тянька, на экскурсию! Мы опоздали! Иду! Скорей! Леня! Ну где ж ты был? Наталья Васильевна. Опять нашел что-нибудь интересное? Там цветов столько. Ну, пошли на завод стали. Завод Алеша, скільки за зміну сьогодні видав? Вчора 9 тонн з квадратного метра, а сьогодні? А? Дивись, Алеша, в героях ходиш. Іди ти к чорту. Ну так що тобі писати, а? Пиши. 11 тонн с квадратного метра. Так это ж всесвітній рекорд, а? Осторожно, осторожно, ребятки, далеко не ходите. Девочки, так. Я вам уже рассказывала, ребята, что первые металлургические заводы в России построил царь Петр. Правильно, Петр Первый. Только они были маленькие-маленькие. А сейчас у нас Это что такое? Что это такое? Экскурсия? А заводская печать об этом ничего не знает. Неудобно, напишем заметку. Ну, напишите. Завод посетила молодая, красивая учительница. Это неудобно, Костя. Это мы не напишем, это мы так, запомним. А про Лешу Иванова знаете? Нет, а что? Всесвітній рекорд Алеша поставил. Костя, ну расскажите толком. Костя. 11 тонн с квадратного метра. Костя! Костя, ну куда же вы? Напечатано в «Правде»? Не может быть. Честная комсомольская? Здравствуйте, Лидия Николаевна. Костя! Василий Васильевич тут? Тут, Костя, ты знаешь, такое Знаю, знаю, Алеша Иванов рекорд поставил. Какой рекорд? Всесвітній рекорд. Костя, беги скорее к комсоргу Томашевичу, возьми у него правду. Мне же надо до Хмельницкого на Ой, прием ты попасть. Я оставь же ты. ему расскажу про этот Оставь ты, Хмельницкий занят, беги, я тебе говорю. Беги скорее, возьми скорее, скорее. Ну почему не додали сталь? Ах, эшелон руды опоздал. Василий Васильевич. Так, а сколько вагонов не додали? Так. Ну, об этом я сам позабочусь. Василий Васильевич. Скройся. Да не скроюсь, орденом нас наградили. Что? Орденом Трудового Красного Знамени. Кто это сказал? Да в «Правде» напечатано. Где газета? Я же ее вам домой посылаю. Смотрите! Слыхал? Указ Президиума Верховного Совета Союза СССР о награждении... Алеша Иванов, орден Ленина? Да. Тебе, Васильевич, тоже. Поздравляю. Качать! А мне знак. Качать, жилет! Работать еще лучше теперь, товарищ. Ну еще! Очень рад за вас, Антоша. Спасибо. Я откуда? Это что же, экскурсия? Да. Молодец, молодец, учительница. Вот тебе еще нагрузка. Сегодня вечером в клубе будешь делать доклад о товарище Иванове.
Как же так, Василий Васильевич, сразу? Я ничего не Ничего, знаю. ничего. Посоветуйся со старшими, к мамаше его сходи. Она тебе все расскажет. Мы спокон веку столевары. Муж мой покойный столеваром был. Батюшка тем же делом всю жизнь занимался. Ну, там деды, прадеды. Наша фамилия сначала на Урале жила, только потом сюда перебрались. При Сталине, ну, как бы сказать, приглашены были так. Пример делу показать. Вы мне все чудесно рассказали, Антонина Ивановна. Кроме одного. Когда он родился? Ох, матушка моя, да забыла совсем сказать. Да ведь он у меня государственного рождения человек. 25 октября по старому стилю 1917 года, ведь вот когда родился. Муж покойник мне говорит, ты, говорит, мать, как крейсер «Аврора», по старому режиму сыном вдарил. Экой сын, как снаряд, все на свете пробьет. Все наше. И сталь, которую мы варим, и станки, которые строят из этой стали. Я счастлива, что живу в такое замечательное время. И что в первых рядах моего поколения идут люди, подобные Алексею Иванову. На его глазах создавалась наша страна. Вместе с нею мужал и креп характер. Пропав наш концерт з тобою, Вітя. Чуєш, як вона про нього, а? Герой, человек будущего. Погоди, Коська. Вот ты споешь, а я сыграю новую вещь. Она и про нас так говорить будет. Ей-богу. А это на по обязанности. Общественная нагрузка. Все сильнее и талантливее. Я вот что хотела сказать. Кто привел нас к победам сегодняшнего дня? Кто открыл перед нами все возможности? Вы знаете, о ком я думаю. Но я сейчас вот что хочу сказать. Для меня было бы величайшим счастьем увидеть его и сказать ему, что я... Но поскольку это невозможно, я просто скажу: да здравствует Сталин, породивший нас для великой и счастливой жизни! Как могла, так и сказала. А это его мама. Ну и соловей, ну и оратор. Уж так уважила нашу фамилию. Алёш, ты спасибо сказал Наташе. Разрешите поблагодарить от всего сердца. Своим докладом вы меня прям в краску ввели. Ну что вы, это я должна вас благодарить за великолепный рекорд. Разрешите в качестве подшефного музыканта проводить вас домой? Нет, брат, сегодня уж буду провожать я. В качестве, так сказать, подшефного столевара. Прошу. Сказала Настя, як удасться. Прошу. Мам, иди домой, я скоро буду. Что в имени тебе моем? Оно умрет, как шум печальный волны, плеснувшей в берег дальний.
как шум ночной в лесу глухом. Кто это написал? Это Пушкин написал. Может быть. А вот это. Здесь встанут стройки стенами, гудками пар в степи. Мы в сотню сон с мартенами воспламеним Сибирь. Маяковской. Правильно. Это ваш дом, да? Да. Что ж. Может быть, зайдете к нам? Да нет, уже поздно. Большое вам спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Товарищ Иванов, а вы не туда пошли. А где же вы? Да. Наталья Васильевна, пойдемте завтра на концерт. Вот у меня 2 билета. Спасибо. Я с удовольствием пойду. Так вы заходите за мной. Да нет, вы сами приходите. Я буду ждать вас. Ну, хорошо. До свидания. Ну, до свидания. До свидания. До свидания. Отчего я люблю тебя, светлая ночь? Так люблю, что страдая любую с тобой. И за что я люблю тебя, тихая ночь, ты не мне, ты другим посылаешь покой. Что мне звезды, луна, небосклон, облака, этот свет, что, скользя на холодный гранит, превращает в алмазы росинки цветка. И как путь золотой через море бежит.
Аэропорт? Сейчас едем. Разрешите войти? Войди. Ну, входи, входи. Василий Васильевич, дай ты мне отпуск какой-нибудь или учиться меня пошли куда-нибудь подальше. Не могу я здесь больше. Во-первых, здравствуй. Во-вторых, Здорово. садись. Прописал бы я тебе отпуск по шее, да вашему брату везет. Вот тебя в Москву вызывают. Да я готов хоть сейчас, хоть в Москву, хоть куда угодно, хоть на полюс. Кто вызывает? Сталин. Не поеду. Ни за что не поеду. Да как же я? Алеша, что ты говоришь? Василий Васильевич, ну, даже представить себе не могу, ну как я говорить-то буду со... Говорить ему надо. Алеша, с тобой будут говорить, ты только слушай, да ума набирайся. Такое счастье человеку. Ну, пойдем, милый, пойдем. Самолет уже ждет. Мы с тобой вместе полетим. Я тебя ни на шаг не отпущу. А что ж, Пойдем. Товарищ Сталин, Столивар Иванов явился по вашему вызову. Просите. Слушайте, вы не знаете, зачем меня вызвали, а? Может, можно не идти туда. Ей-богу, я не могу. Отпустите вы меня, ради бога. Ну что я, рапортовать надо или как? Ну лучше Хмельницкого вызови. Вот, товарищ Сталин. Здравствуйте. Здравствуйте, Виссарион Иванович. Простите, ради бога. Это моего отца звали так. А я Иосиф Виссарионович. Я знаю, товарищ Сталин. Пойдемте. А я тебя так ждала, Алеша. Не знаю почему. Не спала все ночи. А ты знаешь, я Сталину рассказал о том, как люблю тебя. Ты с ума сошел. Ну а что? Ой. А он что? Ничего, говорит, не пугайте стихов. Любите ее, и она вас любить будет. Выдумываешь ты все. Ни за что не поверю. Ей-богу, вот так и сказал. А если, говорит, она вас любить не будет, вот тогда мне напишите. Алешенька, Алешенька, я тебя очень люблю. Я тебя так люблю, что мне кажется, жизнь моя и вообще всех людей стала втрое лучше и дороже с тех пор, как я полюбила тебя. Алеша! Алексей! Наташа! Иди сюда! Наташа!
Наташа! Что там? Алеша! Алеша, милый, что же это? Что с тобой, не ранено? Где мы? Что это? Пойдем. Наташа, милая, что ты? Мама! Мама! Алеша! Мама! Алеша! Алеша! Порядок от германской армии есть очень гуманный. Русский народ, народ славянский, там жить не может. Мы дадим вам новый порядок. Этот порядок мы установим во всем мире. Алеша! Алеша! Кто это? Костя. Зайчик. А Наташа где? Про що ти спрашуєш, Альоша? Німець під Москвою. Как немец под Москвой? А Сталин где? А Сталін в Москві. Тільки на нього одного надіжду держить. Як Сталін із Москви, так всьому конець. Как же так? Немцы под Москвой. Осінь, Альоша. 3 місяці ти пролежав. А Наташа? Наташа где? Ах, ну, жива, Альоша, жива Наташа. Наші говорять, ребята з її школи німці повісили. А Наташу повезли її в Германію. Пропала Наташа. Алеша, Алеша, нам надо на наш завод пробиватися. От мені поручено тебе привезти, будем в тилу производство налаживать. Производство. Наташа в Германии в плену. Немцы под Москвой. Производство. Мое производство теперь мертвых фрицев делать. Алеша, Алеша, куди ти? Немцы накапливают силы. Разведка указывает, к северо-западу от Москвы подтягиваются 3-я и 4-я танковые группы Готта и Хюпнера. Да, хотят взять Москву в клещи. Молниеносный удар у них провалился, так теперь они хотят взять концентрическим наступлением. Дальше. В центре
4-я немецкая армия тоже получает подкрепление. На юге против Тулы 2-я танковая армия Гудериана получает новую материальную часть. Всего, по данным разведки, под Москвой набирается до полусотни дивизий. Видимо, немцы готовятся к решающему удару. Судя по тому, что они сосредоточили на флангах мощные танковые группировки, удар будет нанесен одновременно с юга и с севера. Таков замысел противника. Да. А в распоряжении Гитлера ресурсы всего западноевропейского континента с населением свыше 300 миллионов человек. Это не шутка. Да. Надо продержаться. Изматывая их силой, мы должны выиграть все то время, которое нам необходимо для подготовки к контрнаступлению. Понимаю, товарищ Сталин. У меня вот людей мало, и с техникой плохо. Нам бы сейчас танков штук 150. 150, говорите? Возьмите пока 18 машин. И эти бронебойки. Отличное оружие. Великолепное оружие. 1003 пригодились бы. 3000 даже мало. Но пока что возьмите 200. Начнете наступать все дадим. Ничего не пожалеете. Авантюрная стратегия Гитлера рассчитывает на растерянность и панику. Сохранить спокойствие — это значит сорвать все их планы. Как у нас с противотанковыми рвами? Не опоздаем? Щербаков 4-е сутки на работах. Говорит, успеем. Товарищ Сталин, завтра, 7 ноября, как быть с парадом? Будет. Их авиация зверствует. Всегда в этот день был парад, будет он и завтра. Прикажете сообщить об этом членам Политбюро? Надо сообщить. Сообщите. Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, работники интеллигентного труда, братья и сестры в тылу нашего врага, временно попавшие под иго немецких разбойников, наши славные партизаны и партизанки. В тяжелых условиях приходится праздновать сегодня 24-ю годовщину Октябрьской революции. Вероломное нападение немецких разбойников и навязанная нам война создали угрозу для нашей страны. Несмотря на временные неуспехи, наша армия и наш флот геройски отбивают атаки врага на протяжении всего фронта, нанося ему тяжелый урон. Не бывает фашистов! Можно сомневаться в том, что мы можем и должны победить немецких захватчиков. Мы имеем теперь замечательную армию и замечательный флот, грудью отстаивающие свободу и независимость нашей Родины. Вся наша страна, все народы нашей страны подпирают нашу армию и наш флот, помогая им разбить захватнические орды немецких фашистов. Кто может отрицать, что наша Красная Армия не раз обращала в паническое бегство военные немецкие войска. geschlagen hat.
Германия приветствует вас, мой фюрер. Президент господин из имени поручил передать вам его искреннее почтение победам вашего оружия. Сегодня Япония празднует вашу победу, мой фюрер. Святой Престол передает благословение немецким героям Москвы. Святой Престол давно уже связал свою судьбу с вашей, дорогой фюрер. Дорогой Арсениго, я жду папской энциклики против большевизма. Вообще я с большим удовольствием приветствовал на престоле святого Петра. Именно вас, вы истинный наций, Арсениго. Вам бы носить не рясу, а форму штурмовика. Господа, Москва у ног Германии! Ворота в Россию распахнуты настежь! Я перевожу часы истории до столетий вперед! С коммунизмом будет раз и навсегда покончено! Наградой за победу будут германские границы до Урала, хлеб и уголь Украины, нефть Кавказа, русские, украинские и белорусские рабы. Вот они! Радуются, сволочи, празднуют. Москву, говорят, взяли. Не может этого быть. Молчать! Наташа! Наташенька! Ничего. Эти рабы получат крепких немецких хозяев. Однако, господа, пора от комплиментов перейти к деловой помощи. Фёдор, какие вести с фронта? Неужели мои войска еще не вошли в Москву? Войска утомлены бесконечными боями. Перед последним ударом необходима передышка. Надо думать, русские дешево не отдадут Москвы. Вы говорите глупости! Русской армии нет! Я ее уничтожил! Кто может сопротивляться? Кучка сталинских фанатиков? Я приказал взять Москву 7 ноября, то есть сегодня. Понимаете, Москву? Да здравствует наша славная Родина, ее свобода, ее независимость. Под знаменем Ленина вперед, к победе! Это Сталин, мой фюрер. Там, кажется, парад на Красной площади. Каким образом парад? Москва при последнем издыхании! Немедленно 1000 самолетов! Черт бы вас всех побрал! 1000 самолетов воздух! И на Москву!
сделал из вас фельдмаршала не для того, чтобы вы проиграли мне так отлично начатую войну. Мой фюрер, если мы вспомним вещи и слова великого Фридриха, предостерегавшего от вторжения в Россию... Я не хочу вспоминать вашего Фридриха. Бисмарк тоже предостерегал не идти на восток. Я не знаю, что завещал вам Бисмарк. Я знаю, что начертал вам я. На моем знамени одно слово вперед! Вы не читали Майн Кампф? Война с Россией, мой фюрер, это такая война, которую знаешь, как начать, и не знаешь, как кончить. Вы обещали нам, мой фюрер, политический распад советского государства. Только это и вело нас в поля России. Но распада нет, мой фюрер. Я бы сказал, наоборот. Воевать придется долго, и воевать надо серьезно. Раухич, замолчите! Вы понимаете, кулак, какой силой я завез над этой азиатской страной, уже потерявшей цвет своей армии? В моих руках вся индустрия Европы, все ее жизненные ресурсы. В Америке деловые круги поддерживают нас. Что может устоять передо мной? Что? Это зима задержала меня, а не русские. Зима и вы, Браухич, маловер и трус. Не зима нас задержала, мой фюрер. Браухич! Воинственник! Дезертир! Победа мной указана и должна быть добыта! Рунштадт, примите главное командование. Мой фюрер, я не могу принять ваше назначение. Воевать с Россией – это безумие. Если мы не могли победить ее в 14 году, когда она была зависимой и отсталой, то тем более мы не сможем добиться успеха сейчас. Это еще что? Стратегический план германского командования на Востоке потерпел крах. Ах, вот как! Заговор! Заговор! Я научу вас, как следует воевать. Я возглавлю армию! Хай Гитлер! Хай Гитлер! Доктрина молниеносной войны изложена в моей книге. Надо только уметь читать. Коммунизм – враг не только Германии. Мы авангард. Мы нужны и Англии, и Америке. Неужели вы серьезно думаете, что Черчилль искренне держит сторону Сталина? Вы, господа генералы, травмированы Россией, хотя находитесь на русской земле. Собрать все, что можно. Выжать Европу, как лимон. Итальянцев, румын, венгров, все в огонь. Крикнуть клич в Испании, во Франции, Швеции, Турции. Крестовый поход я возглавлю. В Лондоне и Вашингтоне должны понять, что я делаю их дело. Вы слышите меня? Их дело! Вы устали, мой фюрер. Вам следует отдохнуть. Да. Конечно, мой фюрер. Да. Мне нужно отдохнуть. Вперед! Успокойся, Адольф.
Знаешь, Ева, я в конце концов разрушу Москву. Если бы не зима, я был бы уже в Москве. Но я еще буду в ней. Я! Конечно, милый, ты все можешь. Ты должен ежедневно мыть голову тем эликсиром, что я тебе дала. Покажи ногти. Ай-яй-яй. У Муссолини ногти всегда аккуратны. На войну, Ева, я закончу в Сталинграде. Это будет символом покончить со Сталином в Сталинграде. Ты не находишь? О да, натюрли. Только ты один мог придумать такой ход. Да. Я один. Это верно. Это гениально! Покончить со Сталином в Сталинграде. Я возьму Россию, гигантские клещи. Смотрите, я разорву ее пополам на Волге. Я задушу Москву. Колоссально. Это поистине замысел гения, мой фюрер. Мой фюрер, наши ресурсы на исходе. Трудно подготовить большое наступление. За бензин отвечает Фарбен-индустрия. А что думают эти ваши тупоголовые англичане, задерживая шведский вольфрам? Они думают, что я лью кровь немцев для их удовольствия? Пусть дадут хром и вольфрам. Иначе я заключу мир с большевиками и пущу их в Европу. Мой фюрер, я предусмотрительно вызвал Бетстона. Кто это? Представитель английских фирм в Швеции. Он тесно связан с правящими кругами Англии. Тесно связан? Да. Это хорошо. Рейхсмаршал, гость из Лондона. Примите. О! Я чрезвычайно рад, дорогой Бетстон, что вы откликнулись на мое приглашение. Когда я приближался к вашему замку, я думал, что это линия Зигфрида. Чарльз Бетстон. Это англичанин? Да, да. Пожалуйте, дорогой Бетстон. О, ваша коллекция значительно расширилась. Это из Киевского музея. О, интересно. А это из Лувров. Это подарок Вены. А это Муссолини прислал из Венеции. Это голландцы, подарки Франко. Весь мир в вашем замке? Пока только Европа. Признаться, дорогой Геринг, я без особой охоты отправлялся из Лондона. Как вы помните, дорогой Геринг, я третий раз в гостях у вас. На этот раз я пригласил вас, дорогой Бетстон, чтобы просить, как старый друг Англии, личного одолжения. Уж не хотите ли вы прокатиться к нам подобно Гессу? О, нет, нет, нет. Еще не изобретен парашют, который был бы способен меня выдержать, а? Прошу.
Моя сегодняшняя просьба заключается в следующем. Сталинград пожирает все наши ресурсы, все запасы. Американцы, большой налет. Мы можем пройти вниз. Эти американские дневные налеты, по-моему, одна реклама. Продолжайте, пожалуйста. Для нового наступления нам до зарезу необходимы танки. Для легирования стали, как вы знаете, нужен хром и вольфрам. Турция дает мало. Во имя спасения западной цивилизации от варварства вы нам должны помочь, Бетстон. Мы делаем не только германское дело. Плохо воюете, Геринг. Не забывайте, что перед вами Сталин, великий полководец. Надо устранить вашего сумасшедшего. Германия вложила такой огромный материальный пай в Гитлера, что менять его поздно. Да кроме того, он имеет влияние на обывателя. Скажите мне откровенно, Геринг, вы возьмете когда-нибудь Сталинград? Весы войны колеблются не в вашу пользу, а мы сделали для вас все, что могли. Второго фронта ведь нет, и я не знаю, когда наши его откроют. Цените это. Мы это ценим. Сталинград будет наш. Адольф заявил об этом публично. Никакая человеческая сила нас оттуда не выгонит. Поверьте мне, Бетстон, Сталинград будет взят. Когда? Как только получим от вас хром и вольфрам. Сколько? 20 тысяч тонн. И как можно скорее. Немыслимо. Мы не должны торговаться, Бетстон. Не забывайте, мой ваш форпост. Если мы не справимся с Россией, вам и Америке придется начать все сначала. Не читайте мне нравоучений, Геринг. Где и как? В Стокгольме представитель Армстронг Виккерс будет ждать представителя Круппа. За нас Сталинград. За вас в Сталинграде. Как говорится по-русски. Ура! Командующий Чуйков. Командующий Чуйков. Есть, товарищ. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Здорово дрались, ребята. Мы наблюдали за вами. Особенно вы, товарищ гвардии сержант. Ваш подвиг — пример для всех. Товарищ гвардии сержант, от имени Родины награждаю вас орденом Красного Знамени. Служу Советскому Союзу! Товариш командуючий, а що це там таке за ура, а? А вы помните слова Сталина? Будет на нашей улице праздник. Вот он и пришел. Сегодня соединились Донской и Сталинградской фронты. И немцы попали в гигантские клещи. Это великий перелом в войне. Товарищ командующий, Да. разрешите обратиться? Пожалуйста. Слух есть. Товарищ Сталин приехал. Здесь находится. А разве было такое время, когда мы воевали без Сталина? Сталин всегда с нами. Точно. Порядочек. Молодцы, сталинградцы. Окончательно провалились все эти Мольтке, Шлиффены, Людендорф и
Кейтель. За последние 30 лет Германия дважды оказалась сбитой. И не случайно. Алеша! Чего? Алеша, ты знаешь, где мы? Знаю, все знаю. Вот наш клуб. Здесь я ее увидел в первый раз. А вот наша школа. Наташина школа. Держи, держи, Алеша, пригодится! Пригодится. Убийство душа! Стой! Стой, тебе говорят! А ну, Юсуф, вяжи его! Иди, иди. Назад. Иди. Вяжи ему руки Ой. назад. Юсуф! Вот это вот наш дом. Вот это. А это вот комната была. Иди со мной. Я, брат ты мой, здесь вырос. Эх, мама моя старушка, что с тобой стало? Кто ты, сын мой? Не ранен ли ты? Боже мой! Алеша! Алексей, ты живой! Алешенька, вернулся! Я еще не вернулся. Я еще не дошел. Я еще на запад иду. А мне ничего не скажете? А что тебе сказать? Взяли Наташу, и все. Сволочь! Что вы делаете? Детей убиваете, женщин! Это не война! Сволочь! Er nicht Swolitsch, er ist Offizier. Die Historie verstehen. Deutschland идет vorwärts, fort. Sowjet идет zurück, назад. Это кто так сказал? Adolf Hitler, mein Führer. Ага, он так сказал. Добре. Как свинья умирать будешь. Ей-богу, клятву даю! Обожди, Юсуф. Мы его не убьем. Мы ему такую казнь придумаем. Я твоей политике не согласен. Да не надо, Юсуф. Ты сам откуда? Берлин, Фридрихштрассе. Вот как приду на твой Фридрихштрассе, так кисель из твоего дома сделаю, понял? Unser Berlin никогда войны не будет. Niemals! Обожди, Юсуф. Ты слышал, немец, что я тебе сказал?
один прах от твоего Берлина оставлю. И не кричи тогда, что я жестокой. Я тебя не трогал, я к тебе не лез, я добрый. Но теперь ты, скотина, молчи. Слова не вымолви. Я в твой политике не согласен. Юсуф, я хочу дожить до того, вот, когда вот такая сволочь, как этот немец, сам скажет, да будет проклят Гитлер, что он породил меня. И да буду проклят я, что породил Гитлера. Слышишь? Летят. Слышишь? Вот. На твой Берлин. Чувствуй, мы люди не жадные. Что вы нам, то и мы вам. Получай сполна. Видал? Вследствие неблагоприятной погоды эту операцию предполагалось начать в конце января. Однако, ввиду тревожного положения, создавшегося на Западном фронте, в связи с наступлением немцев в Орденах на наших союзников, Верховное командование советских войск отдало приказ начать наступление не позднее середины января. Советские войска за 18 дней наступления, разгромив 45 немецких дивизий, продвинулись на 570 километров. И в настоящее время вышли на реку Одер в районе Кюстрин. Верховное советское командование путем вспомогательных операций на флангах растянуло основную ударную силу немцев, и цель, намеченная Верховным командованием советских войск, была достигнута. В результате этого наступления советских войск немецкое командование перебросило с запада на Восточный фронт 16 дивизий. Находится в пути 5 дивизий, готово к переброске 30 дивизий. Больше 50 дивизий. Мы считаем, что союзники должны ударами авиации по коммуникациям противника препятствовать переброске войск с Западного фронта и Италии на восток. И начать наступление в первой половине февраля. Генерал Эйзенхауэр считает в данный момент невозможной какую-либо решительную активизацию. Наша сила в хаотическом состоянии, снабжение войск испытывает невероятные трудности. Рано говорить сейчас о подготовке разгрома, когда англо-американские войска еще не преодолели линии Зигфрида. Когда перед нами Рейн, неразбитые немецкие армии. Наше положение весьма серьезно. Именно сейчас обстановка для вас весьма благоприятна. Немцы потерпели крупное поражение на Советском фронте. Их наступление в Орденнах приостановлено. Не спорю, но на это нужно время. Как воевать? Если вести, как некоторые, бесконечную войну патрулей, то можно протоптаться на месте и 5 лет. Протоптаться? Если бы ваши специалисты ознакомили и нас с опытом преодоления водных рубежей, мы были бы уже за Рейном. А кроме того, ваш удар не сможет быть сильнее январского. Таков закон убывания сил. Железный закон войны. Он не характерен для советской стратегии.
То, что ваши войска стоят в 70-80 километрах от Берлина, ничего не значит. Немцы были гораздо ближе к Москве. Однако мы знаем, чем все это кончилось. Наши люди научились воевать лучше немцев. Ваше наступление рискованно, когда у вас в тылу, в Курляндии, 30 немецких дивизий, полумиллионная армия, 27 дивизий в Восточной Пруссии. Еще до 20 дивизий разбросаны в разных котлах. Тем хуже для немцев. Тем меньше останется у них сил защищать Берлин. А эти группировки уже блокированы и обречены на гибель. Вы многим рискуете, желая войти в Берлин первыми. Если мы войдем все вместе, это будет прекрасно для идеи Объединенных Наций. Если союзное командование обеспечит должную активность на Западе, то я считаю, мы все находимся накануне сражения за Берлин. Господа, мы не готовы к последней битве. Раньше, чем наносить решающий удар, следует договориться по основным вопросам. Я считаю, что мы уже о многом договорились. И не только здесь, но и в Тегеране. Мне кажется, у нас нет серьезных разногласий. Мы же договорились об оккупации Германии и контроле над ней после поражения. В основном. Только в основном. Договорились и о размерах репараций. Условно. Условно. Насколько я помню, это было безусловно, а не условно. Мы единогласно высказались за вето и уточнили нашу общую точку зрения на западной границе Польши. Условно. Условно. Как так условно? В течение 30 лет территория Польши дважды являлась воротами войны против Советского Союза. Мы должны закрыть эти ворота созданием сильной и дружественной нам Польши. Что ж тут условно? Я не могу считать свою миссию выполненной, если не обеспечу народам Украины, Польши, Белоруссии завоеванного их героизмом спокойствия. Я не люблю торопиться. Больше того, не надо торопиться. Народы хотят мира. Мы можем и должны дать его народам как можно скорее. И на максимально долгий срок. Господин Сталин, я не могу решать исход войны, не думая об Японии. Через 3 месяца после разгрома Гитлера, а это я вам сказал еще в Тегеране, можете рассчитывать на помощь советских вооруженных сил против Японии. Через 3? Вы думаете? Я повторяю, через 3. Договорились. Опять условно? Теперь безусловно. Прошу. У меня к вам последняя дружеская просьба. Мой боевой соратник и друг. Я прошу вас выпить здоровье английского короля. Короля? Я против монархии, господин Черчилль, вы это знаете. Я ваш гость, господин Сталин, я вас очень прошу. Ну, если это вам так нужно, я готов сделать вам приятное. За чье здоровье? Я предлагаю тост за короля. Я пью за здоровье Калинина.